Здравствуйте. Все ждали очередного тура субботнего до 17 октября крупного чемпионата Нидерландов. Вот, к сожалению, из-за эпидемобстановки он не состоялся. Вчера на КНДП читал, там на уровне правительства все запрещают определенные действия. То есть это мероприятие, то есть там определенный свод правил, естественно, там жестко им следует. Но это совершенно правильно, естественно. И вот, конечно, только когда там улучшится эпидемиобстановка, продолжат они вот этот интереснейший турнир, крупный чемпионат Нидерландов. Потому что, как я уже говорил, то есть очень плохо с соревнованиями, практически я бы сказал, даже их очень мало. И с удовольствием, конечно, когда появляется какое-то очное соревнование, с удовольствием я вот на канале смотрю его. То есть стараюсь посмотреть интересные партии. Соскучились, конечно, по практической игре, но все-таки здесь такой момент, здоровье дороже, это естественно, и нужно соблюдать определенные ограничения. Вот что я вам хочу еще сказать. Хайкин все-таки провел, вот, по-моему, это называлось там неделя как-то шашек, или, по-другому чуть-чуть, наверное. Кто-то меня, может, дополнит, точнее скажет. Там тоже были, вот Александр Болякин победил в основном турнире. Кстати, кого интересует, посмотрите партии турной базы. И я думаю, тоже по этому турниру, то есть пару фрагментов будет, потому что я там чуть-чуть начал смотреть, и есть что показать. Поэтому будет пару фрагментов. И там какие-то даже нюансы были, вот по турниру тоже, в связи с этим эпидемиологической ситуацией. Но вот, к сожалению, у меня там с голландским, как я говорил, там не совсем уже хорошо. То есть раньше, конечно, когда ездил чаще и когда одно время был, то есть там вот за клубы играл давно, то понимал, естественно, я лучше, но сейчас, к сожалению, вот через электронный переводчик, не совсем этом смысл где-то улавливаю. То есть все-таки, наверное, электронный переводчик хорошо, но кто знает голландский, то есть определенные обороты, то есть фразеологические, словесные, то есть перевод, конечно, более точный и больше можно уловить вот то, что хотелось именно передать, потому что, конечно, еще несовершенные переводчики, я считаю, в интернете. Хотя определенные тексты, конечно, помогают переводить. Это факт, и это уже хорошо. То есть движение есть хорошее, но все-таки, наверное, кто знает, естественно, это все лучше, то есть воспринимается. Но вот на турной базе очень интересная партия, сегодня краткая очень появилась. Написано полуфинал чемпионата Советского Союза, и я вот не выяснял, к сожалению, моменты. Мне, может, кто-то дополнит. 1991 года, можно сказать, легендарная партия. Передача, передача знамени, можно сказать, наверное. Александр Георгиев выиграл у Александра Дыдмана. И вот партия, как я уже говорил, совсем короткая, и вот в этой позиции Александр Дыдман сдался. Давайте посмотрим, почему. То есть 6-11, вроде бы защищать нужно было бы, но тут вот этот вот удар 38-32 получается на 38-48, и вот такая вот тактическая задумка была Александра Георгиева. Можно сказать, красиво закончил эту партию. Давайте посмотрим сначала. 49-44. Видите, нестандартный какой ход. Александр Георгиев в начале, особенно в начале своей шашечной, я считаю, восхождения, наверное, это неправильно, восхождение, наверное, достаточно интересно, интересные ходы делал,
часто очень интересно он играл достаточно. И вот такие ходы частенько были, если посмотреть его ранние партии. 29-24. Ну, в принципе, интерес, вот момент такой был, наверное. Где-то, конечно, сейчас Т4 30 он пошел, то есть, а вот какие-то моменты, наверное, так, давайте, может, покажу здесь, дальше, были связаны с 39-33, то есть с разменом, вот когда 50-44, то есть не просто так он, естественно, этот ход делал. То есть, когда 50-44 вот этих вот разменов не было, а здесь именно размены были, и вот интересная игра. Может подождать, допустим, 40-34, либо какие-то другие ходы. Ну, вот 37-31, наиболее, наверное, кстати, логично он сделал ход. 13-19 Александр Дыбин поменялся. Ну, можно было еще, конечно, поиграть здесь, наверное, на 16, ну, и на 20, на 27 я так сразу вот не хочу играть. Потому что есть какие-то моменты на нос 39, возможно, я предполагаю. То есть 39 поменяться, второй момент может 41, 37, 47, 41, вот эти вот планы. А вот 21, 41, 37, 47, 41 и так далее вот менять. То есть на 27 я шашку вот не люблю ставить сразу. У меня есть стилевые, можно сказать, особенности, может это и плохо. Потому что, может, некоторые вот голландцы сразу бы поставили. Это точно. То есть сейчас многие, вот даже вот наши бывшие, то есть соотечественные СНГ, я считаю, бывшие, то есть бывший Советский Союз, то есть тоже частенько так играют, то есть переняли эту, можно сказать, голландскую игру. Но к чему это я все веду, потому что чуть-чуть у нас все-таки мы начинали с русских шашек, поэтому ну, вот для нас это нетипичные все-таки ходы. Кто-то согласится, кто-то нет, но я жду комментариев. Тут я жду комментариев, мне всегда хочется вот каких-то комментариев, какие-то интересные мысли, чтобы у кого-то были дискуссии, то есть чтобы каждый имел свое мнение. Вот это обязательно. То есть нужен как, желательно не мой монолог, то есть видео, а диалог какой-то. Это всегда приветствуется. То есть здесь 38. Можно было даже 38-32 как-то попробовать, интересно. Но вот 38-32, я как раз-то думаю, что сюда пошли бы, и может даже Александр Георгиев вот эта позиция бы не сильно устроила. То есть там можно 2-8, но я не говорю, что сразу. Может 8, 13, 4, 9, 2-8 и потом поменяться на 22. И я думаю, что позиция такая очень хорошая у черных была бы. Так, я даже не знаю, сюда, вот, допустим, и поменялись просто. То есть хорошая позиция. Так, давайте дальше смотреть. 38-33, ну вот он завязывает в игре. Ход очень логичный, чтобы как-то все-таки зафиксировать вот эту группировку, потому что здесь покуда перегруженность есть у черных, поэтому вот фиксирует эту группировку. Ну вот достаточно логично, видите, Александр Георгиев очень логично играет. 15-20, ну, хочет подхватить вот эту всю группировку, тоже очень логично. 5-10 и 30-25. 10-15. Ну, сразу, естественно, получается, если ходить, то даже может такой ход быть. То есть вот эти вот идеи, хотя я не думаю, что они к чему-то приведут, но в принципе есть такие идеи. Куда-то, допустим, ну я не знаю, 4 тоже буду ходить, может 40-4, не надо сразу, то есть ходить 40-4 и грозить вот этим нападением. Так, давайте, если 3, то есть чтобы лишнюю защиту иметь, наверное, 40-4. Ну вот позиция здесь такая неоднозначная, конечно, было бы. Даже если вот 2-8 и потом поставить форпост на 28, то есть можно играть смело против этих шашек и против вот этой вот 28 шашки. В конце концов можно ее 3-4-30 и поменять, и тоже вот возникнет вот эти вот шашки не очень, эти шашки не очень хорошие. То есть 40-34 было в партии. Ну вот назад поменялся. Ну, я здесь не знаю, насколько
Так, есть, конечно, вот этот вариант. Давайте посмотрим, наверное, сразу подвязать, что позже как раз-то было. Ну, здесь, наверное, так. 11-16, допустим, сюда. Вот, интересная позиция, кстати, была бы. Да, интересная позиция была бы. Можно было, кстати, играть вот эту позицию. Такая достаточно игровая. Даже так вот. Но здесь такое дело. Выбор, конечно. Может, что-то где-то не понравилось. То есть, вот мне, допустим, вот эта позиция, наверное, и так вот нравится за белых. Ну, вот здесь 7-11, да, но на постановку, ну, может, вот эту позицию не хотел играть, да. Тут вроде бы неохота менять вот шашки, но я думаю, что надо, как я вот говорил, на определенную одну определенную идею играть. И вот здесь идея именно разгрузить этот фланг, поставить кол. Ну и здесь вот покуда упоров достаточно хороших за белых нету, то есть колонн никаких хороших нету. Поэтому вот такой вариант, да, вот 24-29, кстати, хороший ход. Почему-то я сразу не смотрел, то есть не знаю, что на меня подействовало, наверное, вот все-таки то, что Александр Дыман играл черными, то есть чтобы не менять вроде бы, но бывали, конечно, у него часто, вот, кстати, у Александра Дымана бывали партии, именно он когда производил размены, и оказывался у соперника очень плохо. Кажется, недостаточно логичный размен, даже может, кажется, где-то меняет шашки, но после того, как он поменял вот эти шашки, у соперника резко стало очень плохо, и надо было практически сдаваться. То есть, ну, Александр Дыман, конечно, играл потрясающе. Потрясающий расчет, потрясающая игра, то есть потрясающее чувство позиции. Естественно, я не говорю об Александре Георгиеве, ну, то есть, ну, десятикратный сейчас чемпион мира, то есть, совершенно феноменальный результат, ну, и мы часто его смотрим, именно партии, фрагменты, то есть, когда, то есть, просто тоже, конечно, феноменальная игра, и очень красивые вот эти вот именно составляют его тоже, то есть, естественно, он по партиям входит тоже без вариантов золотой фонд. Очень много партий, которые входят в золотой фонд, я считаю, шашек просто. Поэтому, ну вот, такие ходы нам были бы. Поэтому Александр Георгиев пошел на 34, то есть сохраняя возможности вот эти, которые после и сработали в партии. Так, 12-18, но вот эти шашки надо вводить, потому что здесь шашек много, как я уже говорил, на этом фланге. 47-42, 11. Вот грозит, то есть надо 7-12. Брать шашку, естественно, нельзя здесь. Из-за вот этой простой идеи. Такая вот идея, кстати. Ну вот, получается лишняя шашка у черных. Ой, две лишних, то есть считать я уже не умею, это понятно. Так, 42-38, 21-27. Ну и вот 34-29, то есть надо ли 21-27, давайте сейчас посмотрим. Ну, наверное, все-таки так. Если 2-8, да, ну 21 сразу вот это проигрывает, вот этот ход проигрывает, естественно, из-за того, что мы смотрели. 2-8. Допустим, сюда. Ну, то есть я хочу те же... ну 2-8 именно, да. Вот... То есть дырку вот эту вот закрывают, которая после в партии была практически. То есть она могла быть. То есть Александр Дыман сдался. Так, сюда 6. Сейчас посмотрим, что тут. Так. Ну да, наверное, все-таки ничего бы и не было здесь. И 30, тогда на 32. Ну, здесь сложно, да. Сложно шашку забрать. Хотя позиция такая достаточно благоприятная. Давайте посмотрим.
Интересно просто, к чему эта позиция ведет, потому что вот 30-24, кажется, что она тоже должна быть выиграна все-таки. Так, 46, да, 46, либо 50. Ну, давайте нам на 50. Так, 9 и потом 13-19 меняется. Ну да, возможно, что здесь ничего все-таки не будет. Как-то с выигрышем, наверное, тяжеловато. Так, давайте посмотрим еще один момент. Не обязательно же на 33 ходить здесь. 46. Так, если, допустим, ходят сюда. 41, да, здесь проблема, да, наверное, кстати, выиграно. Почему? Да, выиграно за белых. Почему? Сюда же нельзя ходить, потому что вот такой ход. Да, как-то я вот какие-то сразу варианты вот эти смотреть, то есть смотрю постоянно, но вот элементарно, вроде бы так выиграно. Если так, 14 здесь, 41, ну да, выиграна позиция. Без вариантов. Видите, я не увидел вот эту позицию. То есть не увидел вот эту просто идею. Получается тогда практически, наверное, учебная позиция. Как здесь играть за черных, может как-то Т8 пробовать. Можно, конечно, и вот эту вот позицию пробовать играть. Так. Здесь-то получается либо 44-40. Да, давайте так. То есть лишняя будет защита Т8, тогда лишняя защита. Так, ну опять вот это вот. Вот эта идея. 6-11. Так, давайте пробовать 48. 2. Ну да, здесь тогда так. Сюда. Но здесь уже будет пробив, то есть здесь уже будет пробив, да. Но вот, скорее всего, вот этот вот план. Единственное, здесь вот получается 11-16. А, ну вот тогда так. Тоже позиция вот такая. Так. Сейчас надо смотреть. Позиция, конечно, везде плохая, наверное. Сюда и тогда нападаем. Да, здесь получается так. 50 покуда. Допустим, так. А, здесь вот нельзя, кстати, так ходить, естественно. Ну вот я думаю, что анализирую чуть-чуть, то есть я так вот, тоже сразу не проанализирую, но я думаю, что вот эти варианты интересны. 14-19. Получается 20-25. 37 на 16. И здесь, конечно... Ну да, позиция здесь, конечно... Так, 41. Ну, наверное. Да, позиция очень плохая, конечно. Позиция плохая, потому что я забираю шашку. Но вот такие вот варианты. То есть позиция реально очень плохая. То есть если ставить здесь 21-27, единственное, что с постановкой надо как-то уже, ну вот опять, куда ходить, если не ставить. То есть 14 нельзя, 13 тоже, вот эти вот варианты смотрятся. Непонятно здесь. Так, сюда, допустим, сюда. Так, ну давайте будем как-то забирать нам на шашку эту. Да, тоже все очень плохо. Ну да, вот видите, позиция очень плохая. Оказывается, позиция очень плохая. Ну и, наверное, 21-27 я даже не буду вопросительного знака ставить. Действительно, но Александр Георгиев, то есть глубоко видел, скорее всего, тоже вот эту вот позицию. То есть посчитал вот эту позицию и, видите, очень плохая она получается за черных. А в партии, напоминаю, 21-27 было, но вот здесь он просто сдался. То есть на 34. 6-11. Ну и вот такая вот бы идея была. То есть, видите, вроде бы, как я сказал, партия очень маленькая. И достаточно, я думал, быстро посмотрим. Но вот интересные варианты здесь. Оказывается, позиция совсем плохая здесь у черных.
То есть я вот здесь думал, что все-таки Александр Дырман ошибся этим ходом, но оказывается и вот этот ход 2-8 и 3-8 очень плохой. Итак, до новых встреч. Спасибо турной базе, что вот интересную партию нашли. Там, то есть показана только аналитика, получается, наверное, по-моему, после этого хода. Но я думаю, вот здесь вот вам будет тоже полезна вот эта аналитика. Ну и посмотреть вот эту позицию будет очень интересно. Вот эту вот позицию будет очень интересно. Итак, до новых встреч.